Всем привет! Сегодня я приготовлю очень полезный ржаной хлеб по самому обычному простому рецепту. Для начала нужно обязательно просеять муку. Здесь у меня 100 грамм ржаной муки. А так как в ржаной муке нету клейковины, в нее всегда добавляют обычную пшеничную муку. Здесь у меня 200 грамм. Тоже ее обязательно нужно просеять. Сразу же в муку добавляю чайную ложку соли, чайную ложку сахара, 5 грамм сухих дрожжей. Это тоже приблизительно 1 чайная ложка. Теперь легонечко все перемешиваем, чтобы было все однородным. И выливаю сюда 200 грамм теплой воды. Обязательно теплой. До 40 градусов. И 30 грамм растительного масла непахучего. Все это хорошенько перемешиваем, вымешиваем. Сначала вилкой, потом руками. В отличие от пшеничной муки, тесто с ржаной мукой такое более как резиновое получается. Насыпаю на стол немного муки и выкладываю сюда тесто. Это, которое прилипло и тяжело вам его собрать, можно вот так вот обсыпать ее мукой. И вот легко оно тогда собирается. Собираются такие вот маленькие катышки. Берем эти катышки, выкладываем сюда. И вот такими несложными способами вымешиваем тесто, как бы в серединку заворачивая и перемешивая, чтобы вся мука размешалась, а не было никаких комочков, кусочков. Вот так вот и подминаем как бы под низ. Вот такой колобок должен получиться, уже упругий, масло уже как бы разошлось по всему тесту. Вот, делаем колобочек. Кладем назад его в эту же емкость, накрываем салофановым пакетом и убираем в теплое место минут на 40 и не тревожим его. Итак, тесто простояло 40 минут возле батареи. Вот так вот, посмотрите, увеличилось в 3 раза. Это хорошо. Такого ржаного красивого цвета. Чуть-чуть присыпаю его мукой сверху. Также немного муки на стол. И выкладываю нашего колобка на стол. Теперь разминаю его в кружочек, сворачиваю его в такой рулетик. Теперь этот рулетик еще сворачиваю в такую вот пышечку и вот так вот подминаю под низ. И делаю это еще раз. Разминаю в лепешку, скатываю наше тесто еще раз в рулетик. И этот рулетик скатываю еще раз до кучи в колобок. Вот так вот подминая его под низ. У нас получается ровный, красивый, симметричный колобок. Теперь на этом этапе можете поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик. Спасибо заранее. Теперь нашему колобку придаем форму хлеба, какую вы хотите. Круглую, плоскую. Я предпочитаю более удлиненную, похожую на батон. Проще нарезать, меньше кусочки. Теперь беру формочку для выпекания, чуть-чуть притрушу ее мукой, совсем чуть-чуть. И кладу сюда свой хлебушек. Опять накрываю салофановым пакетом и ставлю в теплое место минут на 20. Итак, прошло 20 минут, как мой хлебушек постоял возле батареи. Прилично так увеличился в размерах, стал намного больше. Теперь я беру и смазываю его молоком. Обычным молоком. У кого под рукой нету молока, можете смазывать просто обычной водой. Теперь слегонца притрушиваю мукой сверху свой батон. И делаю вот такие легенькие надрезики. Не сильно глубокие. Теперь в разогретую духовку до 180 градусов ставлю приблизительно минут на 30-35. Наблюдаю. Прошло 30 минут. Этого хватило. Вот такой вот красивый румяный ржаной хлебушек у меня получился. Дадим ему естественным способом остыть. Разрежем и посмотрим, что внутри. Так, ну что, хлебушек остыл. Вот такой красивый, с хрустящей корочкой ржаной хлеб у меня получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока.